Привет всем! Меня зовут Надя, я рада видеть вас на моем канале. Сегодня я продолжаю рубрику «Корзинка узоров», но на этот раз я расскажу, как красиво закончить ряд. У меня практически закончился мой еловый моточек пряжи Бисквит от пряжи Центра. Ну и первое правило, когда вы уже закончили вязать свое изделие, для красивого края нужно красиво соединить первую и последнюю петли в вашем последнем ряду. Для этого лучше всего подойдет вариант, когда вам нужно вытянуть эту последнюю петлю. Ну, благо в конце нитка остается довольно-таки короткая, и это не составляет особого труда. И дальше нужно реставрировать вот эту косичку, сделать ее бесшовной и замкнутой. То есть вставляю крючок под первую горизонтальную косичку края, подхватываю рабочую петлю, рабочую нитку, снова протаскиваю ее, всю нитку. И дальше я смотрю на то, как же проходят нити в самом вязании. То есть вставляю крючок туда, откуда нитка выходит, и снова протаскиваю нить. Вот видите, вот у вас получилась выходящая нитка. В принципе, ряд уже красивый и уже красиво замкнутый. Единственное, что нужно последнюю петлю немножко поправить так, чтобы она стала такого же размера, как и все остальные петли. То есть не какой-то слишком сильно затянутый, потому что так будет видно ее, и не какой-то слишком слабый. Такая же, как и все остальные. Ну, можно прятать хвостик на изнанке, и в принципе корзинка готова. Ну и следующий вариант, самый простой, самый мой любимый, это соединительные столбики, ряд из соединительных столбиков за обе полупетли. Вот здесь вот нитка вышла, вставляю крючок в петлю соседнюю от той, где выходит нитка, подхватываю рабочую нить, вставляю под следующие две полупетли и протягиваю одну нить через другую. Подхватываю и одну нить через другую. Эта петля короче столбика без накида. Ну, самая обычная соединительная петля в вязании, которая всем тоже хорошо знакома. И так делают до конца ряда. Такой ряд делает край немного более плотным. Поэтому, если вы хотите сделать край чуть-чуть более плотным, чем тот, который у вас получился, то вот используйте такой способ. Провязываю последнюю петлю. И дальше делаю снова соединение, такое же, как и до этого. Снова вытаскиваю всю нить. Вставляю крючок под первую петлю за обе дужки. Под первый соединительный столбик. Вот одна дужка, и вот она вторая. Снова вытаскиваю всю нить. И дальше вывожу нить наизнанку. То есть я смотрю с изнаночной стороны, откуда выходит нить, вставляю крючок и вставляю крючок в последнюю петлю. Вот как выглядит эта конструкция. Подхватываю рабочую нить и вывожу наизнанку. Поправляю соединение. В принципе, соединение готово. Вот так оно выглядит. Вариант 2. Те же соединительные петли, только не за обе полупетли, а лишь за одну. В соседнюю от стыка петлю вставляю крючок, подхватываю нитку, вставляю крючок в следующую петлю, подхватываю еще раз нитку и протаскиваю одну петлю через другую. Такой способ я часто использую, если вяжу изделие по форме бочонка, и такой край отлично подходит для завершения такой формы. Дохожу до конца ряда, провязываю последнюю петлю и соединяюсь точно так же, как в предыдущем случае.
И вот он, получившийся край. Делаю накид, вставляю крючок в изделие и провязываю. Рачий шаг делается правой рукой в противоположную сторону, как бы двигаясь против привычного направления вязания. То есть крючок я буду вставлять не сюда, а в петлю назад. Подхватываю рабочую нить и провязываю. При этом петли у меня как бы скручиваются. Та петля, которая уже есть на крючке, и та, которая выходит из изделия, при таком способе провязывания перекручиваются между собой, и получается вот такой край. Вяжу до конца ряда. Ну вот и все. Край с рачьим шагом готов. Вот так он выглядит. Но если вам такой край кажется не очень завершенным, то можно еще добавить вот сюда первый вариант из самых обычных соединительных столбиков. Тогда край будет выглядеть вот так. Вставляю крючок под соединение, делаю воздушную петлю, вставляю крючок в следующую петлю, делаю соединительную петлю, снова воздушная, в следующую петлю соединительная, воздушная, соединительная. И так вяжу до конца ряда. Заканчиваю узор воздушной петлей и делаю соединение. Нахожу первую петлю, вставляю крючок под обе дужки этой первой петли, подхватываю нитку рабочую, протягиваю ее, вставляю крючок с изнанки в последнюю воздушную петлю и снова вытягиваю нить. Поправляю все, чтобы было красиво и аккуратно. Вот так выглядит этот край. Если это видео вам понравилось и оно оказалось для вас полезным, то не забывайте ставить лайк, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, а также подписываться на мой канал. Ну и также мне очень интересно, какой способ обработки края чаще всего используете вы. Мне больше всего нравится первый и второй. Я чаще всего использую именно их, в зависимости от формы того изделия, которое я хочу добиться. Также, если вдруг я о каком-то способе забыла, или, может быть, не знаю, то тоже напишите об этом в комментарии. Ну и на этом у меня все. Пока-пока.